Следующее – это финики. Он содержит большое количество железа, поэтому избавляет от анемии и меноррагии или сильное кровотечение во время менструации. Он помогает в постклиматической остеопорозе из-за содержания магния. Финики – это антиоксидант, противовоспалительный и омолаживающий. Домашние средства. Съешьте 4 или 5 штук финики замоченные во время перекусов или делайте как конфетки с финиками и кунжутом и миндалем. Четвертое – это миндаль. Он содержит магний и кальций, поэтому полезен для нерегулярно-месячной и сильное кровотечение во время менструации. Он содержит витамин Е и фитостерол, который помогает снизить уровень плохого холестерина. Домашние средства. Съешьте 4 или 5 штук замоченный миндаль во время перекуса или делайте конфетки с финиками и кунжутом. Следующее – это папайя. Папайя помогает при болезни месячных с густками. Она держит фермент папайи, который помогает регулировать легкий кровоток во время менструации путем правильного сокращения матки. Поэтому нельзя во время беременности, особенно первый триместр. Домашние средства. Начинайте есть папайя 3-4 дня до начала цикла и продолжайте до остановки кровотока. Это уменьшает боль и сгустки. Последний – это ананас. Ананас очень эффективен при кровотечении с густками. Он содержит фермент бромелин, который помогает в предотвращении сгустков. Он содержит марганец, который помогает для плодородия или фертильности. Домашние средства. Начинайте есть ананас с первого дня цикла до остановки кровотечения. Поэтому, пожалуйста, попробуйте включить эти продукты в свой режим питания. Ешьте здоровую еду и оставайтесь здоровыми. Спасибо. Сейчас посмотрим, как готовить ладу или сладкие шарики с фиником. Я взяла 10 фиников. Я купила меджиул сорт, потому что он мягкий и легко можно его помять и готовить ладу. Это 1/4 чашка, если посчитать, где-то 25. Миндаль я уже пожарила на сковородке в сухую. Посмотрите, пожалуйста, видео, где я показала солью жарить орехи и арахис. Я потом на сито положила и почистила миндаль, они без соли теперь. Зато поджарены. И где-то 1,5 столовые ложки черный кунжут. Я его тоже жарила на сковородке без масла. Теперь я возьму этот миндаль, положу в блендер и слегка прокручу так, чтобы получилось немножко как пудра и немножко все-таки кусочки останутся. И потом помять финик. Если финик чуть-чуть засох и нелегко подается помять, можете отправить в микроволновку буквально на 30 секунд, они уже мягче станут. Я миндаль уже пустила в блендер, и у меня получились мелкие кусочки. Если у вас нет блендера, вы можете даже ножом на маленькие кусочки разрезать миндаль. Финики я поставила на 30 секунд в микроволновке. Они тепленькие и мягче стали. Их можно прямо рукой раздавить и получить липкую массу. Помялся финик.
теперь можно добавить миндаль молотый и также кунжут. Вот смотрите, два способа. Можно кунжут сразу добавить и катать шарики, или же просто перемешивать финики и миндаль, катать шарики и сверху прямо мазать кунжутом. Вот масса уже готова. Вот видите, как получилось. Теперь можно отщипать кусочек и прямо катать шарик. Вот все. Можно теперь кунжут. Теперь шарик я макаю в кунжут. Вот. Вы также можете добавить грецкие орехи и кокос стручковый, сухой. Но я сегодня ограничилась с 3 ингредиентами, которые ключевыми получаются для женского здоровья. Как сосиски. Также можно их прижать в форму, как есть готовый мюсли для завтрака. Я раньше это делала для ребенка, когда он в школу ходил. Я готовила такие батончики. И прямо можно есть на дороге. Надеюсь, что вы обязательно попробуете эти простые и безумно вкусные шарики с кунжутом и шарики с финиками. Я вас уверяю, что я уже в протяжении нескольких лет принимаю эти пищи и прямо чувствую, как они влияют на мое здоровье. Обязательно оставьте ваши отзывы, комментарии. Если не подписались, подпишитесь на мой канал, чтобы получили информацию о видео, которые я буду выкладывать время от времени. И самое главное, не забывайте, ваша аптека на кухне.